Посол Польши в РФ в недавнем интервью ТАСС сказал, что многие советские памятники эстетически убогие и не заслуживают того, чтобы их сохранять. Как бы вы прокомментировали данное высказывание, учитывая, что дипломат представляет интересы своей страны в России? Спасибо. Ну, вы знаете, так можно далеко дойти. Так можно сказать, что и некоторые люди некрасивые. И зачем им жить? Да? Ну, это вот примерно такая, знаете, логика, которая может привести и к таким выводам. Эти памятники делались не для красоты. И эти памятники делались не в то время, когда объявлялись какие-то конкурсы на самый эстетический или самый красивый или самый высокотехнологический памятник. Эти памятники, вы знаете, для меня это загадка. В том смысле, не загадка в плане заявлений вот подобных тем, которые вы процитировали, у меня загадка, как эти памятники тогда устанавливались. Это же была абсолютно разрушенная Европа. Это была Европа нищая, голодная и холодная. И шло восстановление, в первую очередь, необходимой первичной инфраструктуры, которая позволяла бы людям жить. Ведь окончание мировой войны, Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной войны, не означало окончание сражений по добиванию фашистов и нацистов. Мы все это прекрасно помним, какое количество времени нужно было, чтобы по-настоящему зачистить вот этих всех недобитков. Это были не месяцы, это были годы. И вот в этой ситуации, когда Европа стоит абсолютно в руинах, ну посмотрите эти фотографии, когда люди вообще на протяжении нескольких лет были выбиты из рамок нормальной жизни, когда огромное количество раненых, искалеченных, инвалидов, людей, которые требуют социальной поддержки, это мы сейчас с такими словами оперируем, социальная поддержка, просто требуют хотя бы еды и элементарных каких-то вот, даже не медикаментов, хотя бы чего-то, какой-то надежды на жизнь. Несмотря на это все, хватало ресурсов и хватало воли, внутренних душевных сил на установку этих памятников. Потому что это были люди, которые вместе с тобой, вместе с этими людьми сражались. Одни выжили, вторые погибли. И тогда эти памятники устанавливали. Поэтому это вопрос... Мне стыдно даже на эту тему говорить. Мне стыдно произносить фразу, что это не вопрос эстетики. Мне стыдно, что я в 2018 году людям, которые живут по законам прав человека, гуманитарного права, сочувствия, сопереживания, разделения ответственности, боли и так далее, вообще в принципе оперируют такими понятиями. Вот лично мне стыдно.